Главной героиней передачи «Привет, Андрей» стала Эдита Пьеха. На протяжении 20 лет она не общалась со своим младшим братом, Юзефом Голамбом. Причиной раздора Эдиты и Юзефа стало давнее интервью певицы, в котором она рассказала, что отчим, родной отец Голамба, бил ее. После выхода материала в СМИ Юзеф предпочел разорвать связь с сестрой. На протяжении 20 лет они не разговаривали друг с другом, потом все же смогли побороть гордость и стали созваниваться. А вот увидеться им удалось лишь спустя 40 лет в студии передачи Андрея Малахова. Эдита приезжала в Польшу в 1986 году. Тогда она дала интервью изданию, в котором рассказала, что мой отец, ее отчим, сильно бил ее, а меня, наоборот, баловал. Это неправда. После этой статьи я вообще не хотел общаться с ней. Мы не разговаривали друг с другом почти 20 лет. Сейчас редко, но созваниваемся, рассказал Юзеф Голамб журналистам. Эдита пояснила в студии, отчим был воспитан в деревне, и его за всякую провинность обязательно били палками. Мужчина был строг с ней, а когда она поздно приезжала домой, он спрашивал, где она была. Он считал, что Эдита проводила время с мужчинами. Несмотря на это, отчим был хорошим человеком, у него была своя судьба, а я хотела себе другой жизни. Я хотела быть учительницей, поэтому ехала в Советский Союз, отметила народная артистка. Большим подарком для певицы стала встреча с Юзефом. Брат и сестра были искренне рады видеть друг друга, много шутили, вспоминали прошлое и смеялись. За родственников, не видевших друг друга длительное время, были рады и присутствующие в студии передачи. «Надо любить друг друга, вы такие оба красивые», — улыбнулась Ангелина Вовк. Чуть позже на передаче появился внук Эдиты Станиславовны, Стас Пьеха. Он впервые увидел деда. «Я помню, что между вами был какой-то конфликт», — начал Пьеха. «Не было», — тут же прервала его бабушка. Стас Пьеха сегодня является владельцем клиники, избавляющей людей от алкогольной и наркотической зависимости. Идея создать подобное дело пришла ему в голову несколько лет назад. И лишь сравнительно недавно Стасу удалось осуществить свою мечту – помогать другим бросить пагубные пристрастия. Мы работаем год. 2 месяца, в плюсе. Это очень тяжелый бизнес, здесь есть свои подводные камни. Пьеха рассказала о своем деле. Внук звезды сам страдал от тяжелых зависимостей. По словам Стася, тогда он оказался на дне, однако смог выбраться из этого во многом благодаря знаменитой бабушке.